Она набрала номер жены своего любовника. В одной руке телефон, в другой — тест на беременность с 2 полосками. Она не знала, что скажет. Она не знала, что услышит в ответ. Но то, что произошло дальше, изменило жизнь обеих женщин навсегда. И никто из них не ожидал такого конца. Эмма приехала в этот город в 26 лет с одним чемоданом и 300 евро в кармане. До этого была жизнь в маленьком городке, где все друг друга знают, где твоя мама работает в той же школе, где ты училась, и где каждый второй мужчина либо пьет, либо уже женат, либо и то, и другое одновременно. Эмма не была какой-то особенной. Обычная девушка, русые волосы, немного полнее, чем хотелось бы, привыкла много работать и мало ныть. После колледжа работала менеджером по продажам в маленькой фирме. Обзвоны, договоры, клиенты. Зарплата чуть выше прожиточного минимума. Съемная квартира с соседкой, которая по ночам громко смотрела сериалы. Переезд случился не от хорошей жизни. Фирму закрыли, соседка съехала, арендодатель поднял цену. 3 события за 1 месяц, и Эмма решила – все, пора. В большом городе она первые полгода жила почти впроголодь. Снимала комнату в квартире, где еще 3 человека. Студент, разведенная женщина с кошкой и мужчина лет 50, который, кажется, вообще никогда не выходил на улицу. Работала сразу в 2 местах. Днем менеджером по работе с клиентами в небольшой строительной компании, вечерами официанткой в кафе. Это было тяжело. Не в том смысле, что она плакала каждую ночь. Просто усталость стала фоном жизни. Просыпаешься – устала, ложишься – устала. В выходные, если они вдруг случались, просто лежала и смотрела в потолок. Не было сил даже на то, чтобы пойти куда-то. Друзей в новом городе не было. Звонила маме раз в неделю. Говорила, что все хорошо. Мама верила, потому что хотела верить. Виктор появился в строительной компании в марте. Новый крупный клиент. Заказ на отделку офисного здания. Эмма вела его с первого звонка. Согласование, встречи, документы, вопросы. Работа менеджера – это постоянный контакт. Ты разговариваешь с человеком десятки раз до того, как он вообще приедет в офис. Они уже знали голоса друг друга, уже шутили по телефону. Когда встретились лично, это не было знакомством с нуля. Потом он начал заходить в офис чаще, чем требовалось по проекту, потом как-то задержался после встречи, пока все разошлись, и спросил: «Вы всегда такая серьезная или только на работе?» Эмма ответила: «На работе я серьезная, потому что работаю». Он засмеялся. Она тоже. Виктор был старше на 12 лет. 42 года, уверенный, умеет слушать. Это редкость, Эмма заметила сразу. Хорошо одет, не кричащий, но видно, что деньги есть. Спокойный. Не из тех, кто сразу начинает давить или торопить. О том, что он женат, она узнала на 3-й встрече, из случайной фразы. Он сказал: «Мы с женой были в этом ресторане в прошлом году. Просто так, как будто это ничего не меняет». Эмма тогда почувствовала что-то, не то чтобы разочарование, скорее что-то закрылось внутри. Она сказала себе: «Ладно, просто общение, просто приятный человек, ничего больше». Но он продолжал появляться. Приносил кофе, когда заходил в офис. Однажды подвез домой, когда она задержалась допоздна, и уже не было смысла ждать последний автобус. В машине они разговаривали час. Она не заметила, как прошло время. Он рассказывал про свое детство, она про переезд. Ничего романтичного. Просто 2 людей, которым друг с другом легко. Потом был один вечер. Конец отчетного периода, они оба задержались в офисе до 9. Секретарша ушла, остальные тоже. Виктор принес из машины бутылку вина, сказал, что держит на случай, когда надо отметить закрытие сделки. Они выпили прямо в переговорной, из бумажных стаканчиков. Эмма потом долго думала, был ли это расчет с его стороны, или просто так получилось. Она так и не решила. Наверное, это не важно. Важно, что она не ушла, хотя могла. Они стали встречаться. Это было именно то слово, которое Эмма избегала говорить вслух, даже себе. Она говорила «мы видимся», потому что слово «встречаемся» подразумевало что-то настоящее. А она понимала, что это не настоящее. Настоящее у него было дома, с женой. Жену звали Карин. Эмма не знала о ней почти ничего, только имя, которое однажды всплыло, и то, что она занимается каким-то своим делом. Виктор почти не говорил о семье. Эмма не спрашивала, это было негласным договором, не трогать эту тему, не думать о ней.
Первые несколько месяцев Эмма справлялась. Она говорила себе: «Ты взрослый человек, ты понимаешь, что это временно, ты не строишь иллюзий». Это помогало до какого-то момента. А потом она поняла, что влюбилась. Не в смысле «мне нравится с ним проводить время». В смысле, она думала о нем, просыпаясь. Смотрела на телефон, когда он долго не писал. Придумывала, как могла бы выглядеть другая жизнь, где все иначе. Это была ловушка, из которой она не умела выбраться. Потому что он был рядом, и с ним было хорошо, и она давно не чувствовала, что кому-то нужна. А одиночество в большом городе — это особое одиночество, когда вокруг миллион людей, а ты совсем одна. Так прошел год. Сначала она решила, что это просто стресс. Задержка бывала у нее и раньше, в периоды, когда много работы, мало сна, еда на бегу. Ничего нового. Она сказала себе: подожди еще неделю, все придет в норму. Неделя прошла. Ничего не пришло. Потом появилась тошнота по утрам. Не сильное, просто мерзкое ощущение сразу после подъема. Она решила, что это кофе натощак. Перестала пить до завтрака. Не помогло. Потом заметила, что некоторые запахи, раньше совершенно обычные, стали невыносимыми. Запах чужих духов в лифте. Запах еды из соседнего кабинета. Мелочи, которые раньше вообще не трогали. Она все еще говорила себе: нет, это не то, не может быть то. Но в какой-то момент поняла, что уже несколько дней живет с этой мыслью, просто не называет ее вслух. Гоняет по краям сознания, не подпускает в центр. И от этого только хуже. Страшнее не то, что знаешь, страшнее то, что боишься узнать. В среду утром по дороге на работу Эмма зашла в аптеку. Взяла тест и зубную пасту, и шампунь заодно, как будто это просто список покупок. Кассирша смотрела в экран, не на нее. Эмма сунула пакет в сумку и вышла. Весь день она проработала с этим пакетом под столом. Провела 3 встречи с клиентами, ответила на письма, выпила 4 чашки чая. Смеялась над чьей-то шуткой в общем чате. Внутри при этом стоял тихий ровный звон, как будто что-то натянуто и вот-вот лопнет. Домой приехала в 8. Разделась, повесила пальто. Постояла на кухне, не включая свет. Потом взяла сумку и пошла в ванную. Смотрела на 2 полоски примерно 5 минут. Потом положила тест на край раковины, опустилась на пол и просто сидела. Не плакала. Голова была пустая, не в плохом смысле, просто как будто все внутри выключилось, чтобы не перегореть сразу. Потом начала считать. Сколько ей лет? 27. Сколько денег на счете? 4500. Это 3 месяца аренды. Есть ли у нее кто-то рядом? Живой, настоящий, кому можно позвонить прямо сейчас. Мама в другом городе. Подруги 2. Обе далеко, обе со своими жизнями. Виктор. Виктор был женат. Она не позвонила ему сразу, провела еще 2 дня в каком-то странном состоянии. Ходила на работу, делала все как обычно, а внутри шел тихий, непрекращающийся разговор с самой собой. Что делать? Что вообще делать? Каждое утро просыпалась с ощущением, что надо что-то решить, и каждый вечер ложилась, так ничего и не решив. На 3-й день написала ему: «Нам нужно поговорить». И стала ждать. Телефон лежал на столе экраном вверх. Каждые несколько минут она смотрела на него. Не специально, просто не могла не смотреть. Он ответил через 1,5 часа. Когда? Они встретились в том самом кафе, где часто виделись. Виктор сидел уже за столиком, когда она пришла. Улыбнулся, как всегда. Она не улыбнулась в ответ. Он сразу понял по лицу, что что-то не так. Спросил, что случилось. Она открыла рот и не смогла сказать сразу. Просто смотрела на него секунды 3. Потом сказала. Когда она произнесла это вслух, он долго молчал, смотрел на стакан с водой, потом спросил тихо: «Ты уверена?» Она сказала: «Я купила 3 теста, все 3». Он кивнул, и именно в этом кивке Эмма почувствовала что-то нехорошее. Ни страх, ни злость, что-то холодное, как будто дверь закрылась. Потом началось то, чего она, наверное, в глубине души ожидала, но от чего все равно стало больно. Виктор не закричал, не встал и не ушел. Он говорил тихо, спокойно, почти разумно, что это сложная ситуация, что ему нужно время подумать, что у него семья, и это не просто слова, там дети. Стоп. Дети. Эмма спросила: «У тебя есть дети?» Пауза. Небольшая, секунды 2. Но Эмма ее почувствовала. «2», — сказал он, — «8 и 11 лет».
Она потом долго думала, почему не знала, почему не спросила раньше, почему он не сказал. Ответ был простой и неудобный, потому что оба делали все, чтобы не знать лишнего. Это была их общая игра — не трогать то, что за пределами этих встреч. Пока это работало. А теперь все изменилось. Она этого не хотела, но так вышло. Виктор взял время подумать, неделю. Эмма ждала. 7 дней — это очень долго, когда ты ждешь ответа на вопрос, который касается твоей жизни. Эмма почти не спала, ела плохо. На работе держалась, улыбалась клиентам, отвечала на звонки, делала вид. Работа была единственным местом, где она знала, что делать. Ночами лежала и смотрела в потолок. Думала, а вдруг он скажет «да», вдруг скажет, что уйдет. И сразу за этой мыслью другая. Ты этого хочешь? По-настоящему? Чтобы он ушел от жены и 2 детей? Ради тебя? Чтобы потом каждый день смотреть на него и помнить, как это началось? Ответа у нее не было. Она просто очень устала. На 8-й день Виктор написал, не позвонил. Это уже само по себе было ответом, еще до того, как она прочитала текст. В сообщении было много слов про обстоятельства, про то, что он ценит ее, про сложность ситуации. Смысл был один. Он не уйдет из семьи. Виктор готов помочь финансово. Он просит ее принять решение самостоятельно. Эмма прочитала это, сидя в машине на парковке у супермаркета. Просто смотрела в экран. Потом вышла из машины, зашла в магазин, взяла корзину, прошла мимо полок, положила что-то в корзину, что именно потом не вспомнила, оплатила, приехала домой, приготовила ужин, поела, убрала посуду. И только тогда в тишине чистой кухни заплакала. Долго, некрасиво, с кашлем и икотой. Не от злости, от того, что все стало одновременно очень просто и очень плохо. Утром она встала, умылась, посмотрела на себя в зеркало и решила позвонить Карин. Это решение созрело не от желания мстить, не от злости. Злость к тому времени прошла, осталась просто усталость. Эмма потом долго пыталась понять собственные мотивы. Может быть, вот что. Карин живет в истории, которую пишет Виктор, и у нее нет всей картины. Эмма знает что-то, чего Карин не знает, и нести это в одиночку с живым ребенком внутри невыносимо. Или проще, она была одна, по-настоящему одна, а Карин была единственным человеком в этой истории, которого Эмма не обманывала намеренно. Номер нашла через страницу Виктора в соцсети, профиль открытый, Карин там была. Семейные фото, пикник, море, дети на качелях. Эмма смотрела долго. Карин оказалась красивой женщиной. Немного старше, темные волосы, на фотографиях немного усталые глаза, но улыбка живая. На одном снимке она с детьми, мальчик и девочка, оба похожи на Виктора. Эмма закрыла телефон. Открыла снова. Сохранила номер. И следующие 2 недели не могла нажать вызов. Каждый раз открывала контакт и закрывала. Открывала, закрывала. Тошнота по утрам усиливалась. Живот пока не был виден, но она уже чувствовала, времени становится все меньше. И не только на решение о звонке. Потом случился один вечер. Виктор написал снова. Осторожно, как будто ничего не произошло, как будто просто соскучился. Написал: «Привет, как ты?» Эмма смотрела на эти слова и думала: вот оно, вот как это выглядит. «Привет, как ты?» после всего. Она не ответила ему. Открыла телефонную книгу, нашла номер Карин, подержала телефон в руках несколько минут. За окном был обычный вечер. Около 8, тихо, где-то внизу проехала машина. Эмма подумала: если не сейчас, то не позвоню никогда. И это будет неправильно. Не знаю почему, просто неправильно. Нажала вызов, трубку взяли после 3-го гудка. Голос настороженный, незнакомый номер. «Алло». Голос Карин в трубке был не злым, просто осторожным. Так говорят, когда не понимают, кто звонит и зачем. Эмма говорила. Она не помнит точно, в каком порядке говорила слова. Помнит только, что старалась не кричать и не плакать, по крайней мере, сначала. Сказала, кто она, сказала, как долго они с Виктором встречаются, сказала про беременность. На другом конце тишина. Долго. Эмма даже не была уверена, что Карин не повесила трубку. «Ты сейчас где?» — спросила, наконец, Карин. Это был странный вопрос. Эмма ожидала всего чего угодно — крика, оскорблений, слез, гудков, но не этого. «Дома?» — сказала Эмма. «Одна?» «Да». Снова пауза. Потом Карин сказала очень ровно. «Хорошо, я позвоню тебе завтра,
Просто не делай ничего пока, хорошо?» И все. Звонок закончился. Эмма сидела с телефоном в руке и не понимала, что только что произошло. Она готовилась к скандалу, к тому, что ее назовут всеми словами, которые есть для таких, как она, к тому, что бросят трубку, к чему угодно, но не к этому спокойствию. Она почти не спала в ту ночь. Карин позвонила в 11. Голос уже не сонный, твердый, собранный. «Я хочу встретиться», — сказала она. «Сегодня, если ты можешь. Я одна приду». Они встретились в маленьком кафе в нейтральном районе. Карин предложила место. Эмма пришла раньше, заняла столик у окна, заказала чай и смотрела на дверь. Руки немного тряслись. Карин вошла и оказалась такой, какой была на фотографиях. Высокая, темные волосы убраны назад, без лишнего. Одета просто, лицо напряженное, но не злое. Она увидела Эмму, подошла, села напротив. Не сказала ни «здравствуй», ни ничего, просто смотрела. Эмма молчала. Потом сказала: «Я не знаю, зачем сюда пришла». «Я знаю», — ответила Карин. «Потому что больше не к кому». Это попало куда-то точно. Эмма почувствовала, как что-то внутри дало трещину. Карин говорила медленно. Сказала, что знала. Не все, ни имена, ни даты, но знала, что что-то происходит. Говорила, что последние месяц-два замечала, чувствовала. Задавала вопросы, получала ответы, которые звучали правильно, но не ощущались правдой. Она говорила об этом без истерики, как человек, который уже успел прожить первый удар до того, как они встретились. Потом Карин спросила: «Он предложил тебе деньги?» Эмма кивнула. Карин на секунду закрыла глаза, открыла. Это он умеет — решать проблемы деньгами. Они сидели долго. Эмма рассказывала. Не все, но много. Карин слушала. Иногда задавала вопросы, конкретные, без лишних эмоций. Про то, как давно, про то, знал ли Виктор о беременности, про то, что Эмма собирается делать. На этот последний вопрос Эмма сказала честно: «Я не знаю». И тут Карин сделала то, чего Эмма никак не ожидала. То, от чего у нее перехватило дыхание прямо за этим столиком. Карин протянула руку через стол и накрыла ладонью руку Эммы, просто так, и сказала: «Ты одна здесь, без семьи, беременная. Он тебя бросил на произвол, по сути. Я на тебя не злюсь, я злюсь на него. Ты не разрушала мою семью. Он это сделал. Задолго до тебя, скорее всего». Эмма не сдержалась, заплакала прямо там, в кафе. Некрасиво, как плачут, когда долго держатся. Карин не убрала руку, просто сидела и ждала. Потом, когда Эмма немного успокоилась, Карин сказала еще кое-что. Она сказала, что подала на развод. Не из-за этого звонка. Она приняла решение еще несколько недель назад. Просто нужен был последний толчок. Что детей она заберет. Что с адвокатом уже говорила. И потом самое неожиданное. У меня есть знакомая, она ведет небольшое агентство. Им нужен бухгалтер. Нормальная зарплата, гибкий график. Если хочешь, я могу дать контакт. Без обязательств. Просто чтобы ты знала, что есть вариант. Эмма смотрела на нее и не понимала, кто этот человек. Как это вообще возможно вот так сидеть напротив женщины, с мужем которой ты провела год, и помогать? Откуда в человеке берется такое? Она спросила об этом. Прямо. Карин ответила: «Потому что я не хочу стать человеком, который топит другого, когда самому тяжело. Мне это не поможет». Следующие месяцы были тяжелыми у обеих, по-разному, но тяжелыми. У Эммы физически. Беременность шла непросто. Токсикоз до 5-го месяца, потом давление, потом несколько недель на больничном. Она приняла контакт, который дала Карин. Позвонила, пришла на собеседование с животом, уже замятным, думала, что откажут. Не отказали. Хозяйка агентства, женщина лет 45, сама одна воспитывавшая двоих, сказала: «Вижу, что умеешь работать. Декрет не навсегда. Договоримся». Эмма работала до 8-го месяца. Удаленно, частично. Это позволило ей не тратить деньги полностью и сохранить хоть какую-то точку опоры. Виктор больше не писал после того звонка. Через адвоката Карин передали бумаги. Алименты, раздел имущества. Эмма алименты не требовала. Она не хотела никакой связи. Потом ее знакомый юрист сказал, что она зря, что ребенок имеет право. Она подумала и все-таки подала. Не ради себя, ради ребенка. Виктор заплатил. Без суда, без скандала.
Просто перевел деньги на счет и пропал, как будто его и не было. Сына Эмма назвала Лукас. Родила в начале ноября, в 6 утра, под дождем. Она почему-то запомнила именно дождь. Больница, 2 ночи, потом домой, в ту же маленькую квартиру, которую теперь снимала уже одна. Из комнаты переехала в нормальную однушку, потратила почти все накопления на депозит. Было страшно, но иначе нельзя. Первые 3 месяца после родов она называла их «туман». Не в плохом смысле. В смысле, что просто ничего не помнит толком. Ребенок, сон по 2 часа, кормление, снова ребенок. Мама приехала на месяц. Это спасло. Просто физически спасло. Карин, да, они иногда писали, не часто, не как подруги, как 2 человека, которых связала странная общая история. Карин писала коротко, по делу. «Как ты?» «Нормально, справляемся. Держись». Один раз прислала фотографию себя с детьми где-то на природе. Подпись была «Мы тоже справляемся». Эмма смотрела на эту фотографию долго. Через некоторое время Эмма вернулась на работу. То самое агентство, гибкий график. Лукаса устроила в ясли. Первый день, когда оставила его там, плакала в машине 20 минут, потом вытерла лицо и поехала на работу. Было трудно, не буду этого скрывать. Были дни, когда деньги заканчивались за неделю до зарплаты, и она считала, что купить – молоко или хлеб. Были ночи, когда Лукас не спал, и она сидела с ним в кухне в темноте, качала и думала, зачем я вообще приехала в этот город. Были моменты, когда хотелось просто позвонить маме и сказать «я не справляюсь». Иногда она так и делала, мама приезжала. Но было и другое. Был первый раз, когда Лукас засмеялся, по-настоящему громко, на всю комнату. Было ощущение, когда ты сама зарабатываешь деньги, сама платишь аренду, сама принимаешь решения, и это твоя жизнь, настоящая, без чужой тени над ней. Был момент, когда она получила небольшое повышение и поняла, что ее ценят на работе. Не за то, что она чья-то, а за то, что она умеет делать свое дело. Год спустя после того ночного звонка Эмма сидела на кухне. Лукас спал, за окном был тихий вечер. Она думала о Карин, о том звонке, о той встрече в кафе. Она думала, что это было. Почему Карин не обвинила ее, не накричала, не разрушила? Откуда это протянуть руку через стол человеку, который по всем правилам должен быть твоим врагом? Эмма не нашла одного ответа. Нашла несколько. Иногда люди удивляют тебя. Иногда боль делает человека мягче, а не жестче, если он сам это выбирает. Иногда 2 женщины, которых обманул один мужчина, могут посмотреть друг на друга и увидеть не соперниц, а 2 людей в похожей беде. Виктор потом, через год, написал один раз. Написал «Как ты?», как будто все то же сообщение, которое она получила в самом начале. Эмма прочитала, подумала и не ответила. Не из злости, просто ответ был бы неправдой. И еще потому, что это была уже другая история. Ее история, без него. Карин развелась. Через 8 месяцев после того разговора. Написала Эмме коротко. «Все, официально свободно. Дети со мной. Выдыхаю». Эмма ответила. «Рада за тебя. Правда?» Они так и не стали подругами. Жизнь не кино, все сложнее. Но иногда пишут. Иногда этого достаточно. Лукасу сейчас 1,5 года. Он ходит, падает, встает, смеется. Эмма работает, устает, иногда плачет, иногда радуется. Живет по-настоящему, своей жизнью. Она не советует никому повторять ее путь. Она не говорит, что все было правильно. Было много неправильного. Но если спросить ее, о чем ты не жалеешь, она скажет о том звонке. Не потому, что он все исправил, а потому что в ту ночь она, наконец, сделала что-то настоящее и встретила человека, который ответил ей, тоже по-настоящему. Иногда этого хватает, чтобы начать жить. Напишите в комментариях, а что бы вы ответили Карин на месте Эммы? И что бы вы сделали на месте Карин? Смогли бы вот так?